Алина Рейс возвращалась домой поздней ночью. Трасса была пустой, фары выхватывали из темноты лишь мокрую ленту асфальта. В машине стояла тишина, нарушаемая только гулом мотора. После нескольких суток напряженной работы тело требовало сна. Впереди оставался последний отрезок пути и долгожданный отдых. Алина служила в закрытом спецподразделении уже много лет. Она привыкла к риску и давлению, но в ту ночь чувствовала странное спокойствие. За окнами тянулись леса и редкие огни маленьких поселков, где жизнь будто замирала. Неожиданно впереди вспыхнули синие огни. Патрульная машина перегородила дорогу. Двое инспекторов жестом приказали остановиться. Ситуация выглядела обыденно, но поведение мужчин насторожило Алину. Слишком уверенные взгляды, слишком расслабленные движения. «Нарушаем», — сказал один из них без приветствия. «Документы». Причина была надуманной. Второй инспектор тем временем обошел машину и попросил открыть багажник. Алина подчинилась, уже понимая, что все идет по знакомому сценарию. Через минуту в руках полицейского оказался подозрительный сверток. «Вот и все ясно», — усмехнулся напарник. «Крупный размер». Алина спокойно заявила, что это подброс, и потребовала понятых. В ответ — насмешки и предложение договориться. Она поняла, это не проверка, а хорошо отлаженная схема вымогательства. Пока мужчины были заняты, Алина успела отправить короткий сигнал с координатами. Телефон тут же отобрали. Ее заковали в наручники и повезли в местное отделение, уверенные, что перед ними обычная испуганная женщина. В здании все выглядело как рутина. Старшие по званию, без лишних эмоций, озвучили сумму решения вопроса. Когда Алина отказалась платить, ее бросили в камеру. Там она увидела других задержанных, сломленных и отчаявшихся. Многие оказались жертвами той же схемы. Ночью Алина услышала разговоры. Стало ясно, ее собираются убрать, чтобы не осталось свидетелей. Страха не было, только холодная решимость. Она знала, что помощь уже в пути. Под утро все произошло стремительно. Грохот шагов, крики, команды. Дверь камеры распахнулась. В подвал ворвались бойцы спецслужб. Алину освободили, а коррумпированных полицейских вывели в наручниках. Расследование вскрыло масштабную сеть, подставные задержания, фальшивые дела, взятки, сотни сломанных судеб. Аресты прошли по всей цепочке, от патрульных до руководства. Через несколько недель начались суды. Виновные получили реальные сроки. Людей, осужденных по подложным делам, начали освобождать. Алина присутствовала при одном из таких освобождений. Женщина, с которой она сидела в камере, не сдерживала слез. «Спасибо», — шептала она. «Не мне», — ответила Алина. «Справедливости». Прошло время. Однажды вечером Алина снова ехала по той же трассе. Синие огни. Проверка. Молодой инспектор вежливо вернул документы и пожелал хорошей дороги. Когда машина тронулась, Алина улыбнулась. Она знала, зло не исчезает навсегда. Но даже один человек может изменить систему, если не боится идти до конца.